Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом по покраске тормозных суппортов в автомобиле. Эта идея возникла у меня сразу же после покупки авто. Так сказать, решил внести небольшой тюнинг экстерьера. Тем более, что моя машина в топовой комплектации идет сразу с крашенными суппортами в красный цвет. Поэтому я тоже буду красить в красный цвет, добавив еще одну фишку спортивному характеру своего автомобиля. Тем более, что красный цвет красиво сочетается с синим. Кроме красного цвета, также можно присмотреться к синему или к экзотическому желтому. А если вам не нравятся яркие цвета, а смотреть на ржавые болванки через красивые диски неприятно, то я бы посоветовал покрасить в серебристый цвет. Для работы нам понадобится сама краска. В этой роли выступает эмаль для суппортов производства Астрахим. Обязательное условие – это покупки специальной краски для суппортов, так как суппорта нагреваются за счет торможения, особенно передние, поэтому обычную краску не применяем, так как она практически сразу же и облезет. Далее обезжириватель, лента малярная, брал разной шириной, но в принципе хватило бы и одной широкой. И обычная газета для защиты крупных узлов от краски. Также в процессе подготовки суппортов к покраске выяснилась необходимость в обычной губке для мытья посуды и любой шампунь. И конечно же не забываем об инструменте. Это домкрат, желательно 2, но в принципе можно справиться и с одним, а также баллонный ключ. Теперь можно переходить к машине. Работу необходимо проводить в хорошо проветриваемом гараже. Для доступа к суппорту достаточно снять только колесо. Снимаю заглушки. И до подонкрачивания необходимо разжать болты. Поднимаю машину до того момента, как колесо окажется в воздухе, и снизу будет зазор в 1-2 см. Такую же манипуляцию провожу и со вторым колесом. При отсутствии второго донкрата необходимо под одно колесо выставить подпорку. Можно с досок или кирпичей, а затем можно поднимать второе колесо. Желательно покраску суппортов сразу производить с одной стороны на 2 колесах для ускорения процесса, как в данном случае делаю я. Правая сторона машины в воздухе. Можно снять колеса. Но перед этим, конечно же, для техники безопасности нужно под колеса другой стороны установить упоры, а под вывешенную сторону поставить столбики и на них опустить машину. Но я по старинке просто закинул колеса под машину, так как ползать под ней не собираюсь. Доступ к суппортам получим, переходим к подготовке к покраске. Конечно же, хорошо, когда у меня новая машина, суппорта выглядят отлично и достаточно их просто помыть и обезжирить. Но когда суппорт старый и полностью ржавый, он требует дополнительную подготовку. Его необходимо тщательно зачистить щеткой по металлу. Также можно использовать насадку на дрель, а затем пройтись несколько раз антиржавчиной, обезжирить и только потом красить. Для самостоятельной покраски есть 2 способа подготовки. Первый – это не снимая суппорта покрасить на месте. Так буду делать я, так как, во-первых, зачищать их не нужно, а во-вторых, машина на гарантии и не хочется что-то разбирать. Второй способ – это демонтаж суппортов. Этот способ рекомендую применять при зачистке ржавчины. Так я делал на своей старой аудюхе. Единственное, я его не отсоединял от гидравлики, дабы не сливать тормозуху, потом заливать и прокачивать. В общем, много гемора. А просто снял суппорт, подвесил его на проволочке и прям подаркой зачищал его от ржавчины. После того, как суппорт хорошенько помыт, обезжирен и высушен, приступаю к поклейке ленты. Работа мелкая, но не сложная. Выполнять нужно не спеша. Необходимо проклеить все мелкие места. Также обязательно нужно обклеить все пыльники и резиновые трубки. Если вы думаете, что слой краски на них продлит им срок службы, то вы заблуждаетесь. Наоборот, получится обратный эффект. Далее необходимо закрыть крупные детали. Для этих целей отлично подходит газета. Также, возможно и лишнее, решил частично обклеить кузов от неприятных неожиданностей. Возможно, краска не долетит, но никто не застрахован от розоватости. И даже если случайно краска попадет на кузов, не стоит отчаиваться и суетиться. Берем тряпочку с тем же обезжиривателем и удаляем краску хоть с пластика, хоть с лакокрасочного покрытия. Главное все это делать не спеша. Все, суппорта готовы к покраске. Баллончик перед первым применением необходимо встряхивать не менее 5-10 минут. И первый пшик баллончика лучше произвести на сторонний предмет.
Краска наносится на расстояние около 15 см, без резких движений, и нельзя задерживаться долго на одном месте. После первого слоя могут остаться места, не полностью прокрашенные. Не стоит сильно их сразу заливать, так как могут образоваться подтеки. Не переживайте, второй слой закроет все недочеты. По инструкции на баллончике промежуток нанесения краски между слоями составляет 10 минут. Минимум необходимо покрасить в 2 слоя, я нанес 3. Затем, выждав полчаса, аккуратно снял газету и ленту. Обязательно проверьте и убедитесь, что все убрано. Цвет получился яркий, и мне он очень нравится. Далее в обратном порядке устанавливаются колеса и переходим на другую сторону. Выполняем все те же манипуляции, только уже немного быстрее, так как у нас уже есть опыт. Баллончика краски мне хватило на покрытие всех суппортов в 3 слоя, и даже немного осталось. Покраска окончена, пора переходить, так сказать, к тест-драйву. Я специально снял отдельное видео с покрашенными суппортами с одной стороны, чтобы можно было наглядно увидеть разницу в одинаковых условиях. Совсем другое дело, результатом работы я доволен. Суппорта выделяются и смотрятся зачетно. На этом работа окончена. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Обязательно ставим лайки. Всем пока.